Я хочу сегодня немножко рассказать о нашем заводе и как у нас ведется подготовка к производству новых изделий. Те, кто был на выставке в октябре в Гостином дворе в этом году, наверное, увидели все те изделия, которые завод планирует в ближайшее время выпустить на рынок в качестве новинок. На заводе работает больше 2300 человек. Не все они, конечно, задействованы на производство гражданского оружия, но большинство связано именно с этим направлением. Все наши работы формируются на год в виде плана. Ежемесячно отслеживаем, при необходимости вносим коррективы, в том числе и по вашим рекомендациям. Вы иногда, наверное, скажете, что мы это делаем слишком долго или не делаем вообще. Ну, тут возникает принцип целесообразности. Все-таки завод очень большой организм, очень насыщенный, и просто так развернуть этот большой корабль на 180 градусов очень бывает сложно. Любое производство начинается с идеи и заканчивается уже окончательной подготовкой производства, которая включает в себя разработку технологий, проектирование оснастки, приспособлений, штампов, пресс-форм, их изготовление, опробование. Это очень длительный процесс. Если мы говорим про новые изделия, которые изготавливаются с нуля, то это занимает около года до полутора. Но мы очень часто параллелим процесс. Вот, допустим, семейство горностай, которое мы показали в этом году, окончательная документация у нас была закончена только в августе месяце. Хотя до этого была очень большая параллельная работа. Мы изготавливали опытные образцы, мы их тестировали, мы меняли конструкцию документацию с точки зрения безопасности, правильной работы и технологичности. Но в октябре мы показали уже опытные образцы, а первые изделия вы уже увидите в начале этого года уже в магазинах. Это говорит о максимальных сокращении сроков подготовки производства, которые мы достигаем за счет внедрения новых систем проектирования, за счет максимальной унификации изделий, максимальной поработки на технологически, еще на этапе конструирования, о чем я говорил. У нас принято решение, что семейство горностай будет изготавливаться только на станках СЧПУ. Это что позволит тоже максимально быстро нам поставить на производство с минимальным изготовлением оснастки. Также мы у себя внедряем практику, что мы сначала изделия прогоняем с минимальной подготовкой производства и в течение уже производства начинаем ее дорабатывать. Это так называемая установочная серия, о чем мы пишем в паспортах. Изделия, которые изготавливаются в рамках установочной партии, абсолютно безопасны, абсолютно соответствуют всем требованиям безопасности, закону об оружии и сертификату. Любое оружие, выпускаемое серийно на нашем предприятии, в обязательном порядке проходит этапы разработки и постановки на производство в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации. Начало разработки изделия закладывает задание, которое обсуждается на научно-техническом совете. Обсуждаются характеристики, требуемые для изделия. В конце этих обсуждений выпускается утвержденное руководством предприятия техническое задание. В соответствии с этим техническим заданием группа конструкторов, объединенная в отдел перспективных разработок, разрабатывает опытный образец. За компьютеры начинается разработка изделия. Разрабатываем мы в 3D-моделях изначально. Сначала подетально, потом компоновка. После этого делаются чертежи. Сколько времени занимает непосредственно каждое изделие, я в принципе сказать не могу. Это в зависимости от сложности изделия, сколько там деталей. Или это совершенно новое, где надо придумывать свои узлы. Или какая-то доработка старого, модернизация, там все проще и делается быстрее гораздо. После разработки чертежей, они у нас называются эскизные, значит, мы силами своей лаборатории и привлекая цеха, делаем первый опытный образец. Но если касается это совершенно нового изделия, а на разработку и 3D-моделей, и чертежей эскизных уходит примерно 3-4 месяца. Плюс изготовление там месяц-полтора-два образца. После изготовления данного образца по утвержденной программе происходит его испытание. На испытаниях проверяются характеристики, заложенные в тех заданиях, соответствие данного изделия этим характеристикам, его безопасность, прочность. В дальнейшем на научно-техническом совете вновь обсуждаются уже результаты данных испытаний, внешний вид образца, его характеристики.
И руководством предприятия принимается решение о необходимости постановки на производство данного изделия на серийное производство. При положительном результате этих решений выпускается приказ, в соответствии с которым разрабатывается конструкторская документация окончательная, которая учитывает все замечания испытания опытного образца, все замечания при изготовлении опытного образца. Дальше, после разработки конструкторской документации, разрабатывается технологическая документация, разрабатывается оснастка и происходит ее изготовление, оснащение предприятия. Параллельно происходит закупка материалов, решение организационных вопросов, подбор кадров, подбор оборудования и так далее. Оснастка – это те приспособления, на которых изготавливаются детали, узлы, сборки производятся. Это калибры, которыми проверяются, размеры, собираемость изделия, проверяется его работоспособность. Все оборудование, приспособления, которые применяются при производстве изделия. И запускается изготовление деталей, изготовление узлов, непосредственно сборка изделия. Когда партия установочная готова, ее определяют на приемо-сдаточные испытания, на которых, в том числе стрельбой, проверяются ее основные характеристики оружия, проверяется безопасность, проверяется прочность. Прочность проверяется в соответствии с ГОСТом 50529 двумя испытательными патронами. И одно из изделий после приема сдаточных испытаний проверяется на квалификационных испытаниях, которые производятся в объеме ресурса и включают повторные проверки характеристик данного изделия, прочности его, безопасности. При положительных результатах квалификационных испытаний выпускается приказ о завершении постановки на производство. То есть постановка производства завершена, и предприятие может выпускать его серийно. Производятся сертификационные работы, получают сертификат, и изделие начинает реализовываться. Основой для постановки на производство, для вообще рассмотрения вопроса о создании или глубокой модернизации существующих изделий служит именно пожелания наших потребителей. Также очень удачно оказался момент, что вот открытие фирменного магазина, на них мы фактически первые партии проходит их апробация. То есть мы смотрим первую реакцию потребителей. Когда мы рассматриваем развитие нашего модельного ряда, у нас есть много еще задумок. Я так думаю, что на ближайшие 5-6 лет, скажем, дай бог переработать те идеи, которые у нас есть. Достаточно сказать, что в ближайшее время вы увидите горностай, то есть действительно он запускается серийное производство, и уже первый квартал 2019 года вы сможете его приобрести, может быть, не во всех 6 калибрах сразу, по крайней мере, в 223 и в 366 он пойдет. Также повторю, что успешно ведется сейчас работа над карабином под пистолетный патрон. И если ничего не помешает, то, я думаю, мы приятно удивим всех где-то в начале второго квартала. Причем сделаем то, что, я думаю, что от нас еще никто не ожидал. И основная наша цель – это для того, чтобы все пользователи нашего оружия были довольны им, чтобы это было максимально безопасно и комфортно, чтобы вы получали от этого удовольствие. Сегодня работа предприятия ориентирована на рынок спортивно-охотничьего оружия. Завод постоянно работает над расширением модельного ряда изделий, а также над увеличением объема поставок на рынок гражданского, спортивного, охолощенного и его макетов. Оружие нашего производства поставляется в 18 стран мира. В настоящее время ООО «Молот оружия» производит 26 видов нарезного оружия, 16 видов гладкоствольного и 15 видов списанного, учебного и охолощенного оружия. Изделия представлены в 22 калибрах, а полный модельный ряд состоит из более чем 150 моделей. На постоянной основе проводятся научно-технические исследования, а также модернизация производства.